Всем привет! В эфире Даша Техник, и сегодня вы увидите, как собирают и разбирают настоящий немецкий пулемет МГ-34, трофей Второй мировой войны. И, конечно же, я расскажу об истории этого пулемета, зачем он был нужен немецкой армии и почему его в итоге заменили на более технологичный МГ-42. МГ-34 – первый и единый. Оценка опыта Первой мировой войны и тенденции развития автоматического оружия привела управление вооружений германского рейхсвера к отказу от деления пулеметов на ручные и станковые в пользу единого, то есть универсального пулемета. Он был бы сопоставим с ручным по подвижности и со станковым по огневой мощи, мог бы вести огонь с сошки, то есть двуноги, или со станка, а также с зенитных установок. Однако к началу 1930-х годов рейхсвер, вынужденный внешне соблюдать ограничения Версальского договора, смог принять только легкий ручной пулемет МГ-13 и модернизированный станковый МГ-08. Для обхода версальских ограничений в разработках новых вооружений активно использовались зарубежные фирмы. В 1929 году германский Rheinmetall приобрел швейцарскую компанию Solothurn. Одним из результатов их взаимодействия стал ручной пулемет МГ-30, к производству которого привлекли и австрийскую фирму Stein-Daimler-Puch. Характерными чертами конструкции МГ-30 были способ разборки со снятием приклада и расположение приклада на продолжение оси канала ствола, уменьшавшие подброс под действием отдачи. Однако магазинное питание не позволяло достичь желаемой боевой скорострельности. Вскоре опытный пулемет МГ-32 представила фирма и Маузер-Верке, также подтягивались и другие. Решением Управления вооруженных сухопутных сил окончательную доработку пулемета в 1932 году провел работавший на Rheinmetall Луис Штенге, использующий и элементы МГ-30 и разработки фирм Маузер, Геншеф и Зимпсон. Пулемету добавили и новую роль – танкового. Большое значение придавалось возможности производства на разных предприятиях с использованием недифференцированных материалов и неспециализированных станков. Запатентовала конструкцию пулемета Rheinmetall, но и другие участники работы не остались без вознаграждения. В результате к марту 1935 года, когда Германия официально объявила об отказе от версальских ограничений и формировании вермахта, новый пулемет был готов. МГ-34 изнутри. Автоматика с открытым двигателем работала по схеме отдачи ствола с коротким ходом. Запирание канала ствола производилось поворотом боевой личинки затвора. Личинка несла боевые выступы в виде сегментов винтовой резьбы, сцепляющихся с муфтой на казенной части ствола. Вращение личинки затвора при отпирании осуществляли ее ролики, скользившие в фигурных пазах на внутренней стороне короба. При запирании личинка дополнительно поворачивалась за счет взаимодействия ее выступа с винтообразным выступом остова затвора. Ствол и затвор имели раздельные возвратные пружины. Повышению темпа стрельбы и надежности работы автоматики способствовал наддульник, усилитель отдачи, включавший также конический пламяпогаситель. Ударный механизм ударникового типа с отдельной боевой пружиной. Выстрел производился с заднего шептала. Спусковой механизм сравнительно сложного устройства с большим количеством деталей допускал введение автоматического или одиночного огня. Выбор вида огня определялся нажатием на спусковой крючок, имевший две выемки, и качающийся переходник. При нажатии на верхнюю часть велся одиночный огонь, а на нижнюю с поворотом переводчика автоматический. Флажковый неавтоматический предохранитель блокировал спусковой рычаг с шепталом. Рукоятка заряжания при стрельбе оставалась неподвижной. Пулеметы ранних серий имели регулируемый темп стрельбы. Механизм регулировки монтировался в пистолетной рукоятке, но вскоре от регулировки отказались. Боевая скорострельность в варианте ручного пулемета при стрельбе короткими очередями составляла до 120 выстрелов в минуту, а в станковом при стрельбе длинными очередями до 350 выстрелов в минуту. Прицельное приспособление включало откидной стоечный прицел и широкую откидную мушку. Приклад в форме рыбьего хвоста рассчитан на удержание второй рукой при стрельбе с сошки. Оригинальной чертой пулемета был сменный приемник для магазинного или ленточного питания. Двухбарабанный магазин с поперечной подачей патронов из левого и правого барабанов позаимствован у авиационного МГ-15. Ленточный приемник ползункового типа. Ползун приводился в движение качающимся рычагом, взаимодействующим с движущимся затвором. Можно было установить подачу ленты слева или справа, стандартно слева,
Использовалась нерассыпная металлическая лента с незамкнутым звеном. Ленты на 50 патронов укладывались в конические коробки, крепившиеся на пулемет. Ленты большой емкости в отдельные прямоугольные патронные коробки. Складная сошка шарнирно крепилась на переднюю муфту кожуха ствола для лучшей кучности стрельбы, либо на заднюю для получения большего сектора обстрела. Складной треножный станок имел сравнительно сложную конструкцию, но сложность компенсировалась удобством в использовании, возможностью наведения в широких спектрах и устойчивостью. Станок имел собственный спусковой механизм. Рукоятка спуска допускала работу в рукавицах. У датского станка Madsen позаимствован механизм автоматического рассеивания в глубину при стрельбе. На люльке станка мог крепиться оптический прицел МГЗ-34 призматического типа, допускавший прямую и непрямую наводку. В таком варианте использовалось только ленточное питание. Для стрельбы по воздушным целям на станок можно было установить съемную телескопическую зенитную стойку с вертлюгом, а на пулемет кольцевой зенитный прицел. Для нужд ПВО служила и легкая алюминиевая зенитная тренога. В 1940 году войска первой линии уже были снабжены единым МГ-34 в достаточном количестве. К выпуску МГ-34 привлекли в Германии заводы Маузер, Густлов и Магет, а в Австрии Штайр, а в оккупированной Чехословакии Взбраевка-Брно. Всего с 1936 года до 1942 года было выпущено 345 109 пулеметов МГ-34, а до конца войны около 400 тысяч. Хотя в целом МГ-34 зарекомендовал себя добротным оружием с хорошей меткостью стрельбы, он оказался весьма чувствительным к износу деталей и состоянию смазки, что особенно явно проявилось на Восточном фронте зимой, а главным же недостатком МГ-34 была сложность производства и точная подгонка деталей. Для упрощения производства в 1941 году созданы модификации МГ-34С и МГ-3441, однако они были выпущены в небольших количествах. И вот такой у меня получился рассказ об этом легендарном пулемете. По-моему, это один из самых красивых образцов вооружения. Тем более интересно увидеть, насколько он сложный и немного элегантный. А с вас лайк, подписка. Увидимся в следующем видео. До новых встреч. Пока-пока. Спасибо, что вы смотрите мои видео до конца.